Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Настал февраль месяц, и это значит, я меняю свою косметичку на ближайшее время. Здесь вы видите уже кое-какие косметические продукты. Это то, что у меня остается с прошлой косметички. Это, конечно же, у меня всегда пудра от Golden Rose, мои праймеры от Kiko и от Elf. Праймер для теней, то есть для век от Essence, тональный крем. Я его перелила в этот бутылек от Essence, хотя там тональный крем от Astra Makeup. Также я оставляю гель для бровей Got To Be от Schwarzkopf, свою тушь от Essence, которую я хочу уже закончить, никак не заканчивается. Это подводка у меня от Essence, черная, карандаш у меня от Essence для подведения слизистой. Также здесь у меня что это? Это коричневый карандаш от Golden Rose для растушеванных стрелок. Пудра Бель, которая уже почти тоже заканчивается. Тоже ее оставляю, хочу ее добить. Также консилер камуфляж от Essence. У меня он в оттенке 0,15. Я его использую на прыщики, что-то вот такое замазать. Также пудра для бровей, которая мне очень-очень нравится. Это пудра от Catrice и карандаш для бровей от Golden Rose, который тоже постоянно у меня в косметичке. Не буду я заново рассказывать про эти продукты. Кому интересно, можете посмотреть в других видео. У меня есть подробный рассказ про эти средства. И давайте перейдем, что я беру себе в новую косметичку. Беру я вот такой тональный крем. Это тональный крем от Maybelline, который называется Dream Radiant Liquid. Не очень он мне понравился, потому что я в последнее время люблю тональный крем, который с сильным покрытием, а этот тональный очень легкий. Это в оттенке 10. Он такой тональный крем, он впитывает в себя и оставляет такой красивый лоск на лице. Но это для тех, кто не любит, чтобы видно было тонального крема. У меня в оттенке 10. Давайте я покажу. Может быть, кому-то будет интересно знать, что это за цвет 10. Вот такой-то достаточно светлый цвет. Также из консилеров я взяла от Astra. Хороший консилер, мне очень понравился. У меня в оттенке 0,3. Это достаточно такой вот темный цвет. Тоже много раз я его вам показывала. Он у меня же тоже заканчивается, поэтому надо тоже уже его как-то добивать. Также остается, то есть не остается, а я уже им часто сейчас пользуюсь. Это мой консилер от Clinique. Я его тоже добавляю в косметичку. Even Bitter, как называется, как правильно назвать. У меня в оттенке CN52. Это тоже достаточно темный консилер, но он очень хорошо лежит под глазами, не западает ни в какие морщинки. В общем, хороший консилер, мне очень-очень понравился. У него такой финиш матовый, можно даже не припудривать. И подсветляющий консилер я взяла вот от L'Oréal. У меня в оттенке 327. Для меня он оказался немного светловат, и я его использую для подсвечивания своего лица. Видите, как он светлый. Вот. Ну, очень хороший, его или любят, или ненавидят. Ну, если вы пользуетесь таким консилером, его обязательно, перед тем, как наносить, обязательно надо хорошо увлажнить кожу под глазами. Но я всегда перед нанесением консилера увлажняю свою кожу вот этим праймером. Давайте перейдем к бровям. Я к бровям добавила вот такой вот Essence Make Me Brown. Не в восторге, хотя слышала хорошие отзывы. У меня вот в таком оттенке. Так, где оттенок? Вот. У меня аж Brown. Ну, мне не очень нравится. Я посмотрела и другие цвета, а другие цвета не очень рыжие. Здесь такая щеточка. Ну, так себе. Я наношу как сначала карандашом, а потом прохожусь вот этой тушью для бровей.
Так, давайте перейдем к тушам для ресниц. Я добавляю вот эту вот тушь себе от Essence. Это давняя моя тушь коричневого цвета, но она почему-то не дает такой объем, как дает другая такая тушь под таким же названием, которая в синей упаковке. Здесь вот такая вот щетка, очень мелкая, это коричневая тушь. Вот. Ну, надо уже использовать. Ну, смотрите, ей уже сколько лет, наверное, года 2, она до сих пор не высохла. В общем, буду пользоваться. Надо тоже как-то уже добивать. Как я сказала, это коричневая тушь от Essence. Она более или менее хорошо лежит с праймером для ресниц. Также я беру коричневую подводку от Essence. Хорошая тоже подводка. Кстати, до сих пор она у меня рисует. Так, не могу открыть. Вот. Здесь такой вот фетровый наконечник. Прекрасно рисует. Хорошая подводка, но она не стойкая. Тут написано long lasting. Нет. Ее спокойно можно убрать водой. Так, следующее, что я хочу себе в косметичку из пудр. Я беру вот эту пудру Kiko Milano. Хорошая пудра. Ну, повторять не буду, девочки. Вот честно скажу, повторять не буду. Не сказать вау, но нормальная. Я хочу купить от Kiko Milano пудру, которая подсвечивающая. Вот про нее говорят хорошие отзывы, то есть слышала, и вот хочу купить. Кстати, у Kiko Milano достаточно светлые оттенки. Это, по-моему, номер 4. Вот он такой светлый оказался. Но я часто беру в косметичку, не в косметичку, с собой в сумку в зимний период. И теперь пусть у меня лежит теперь в косметичке, буду пользоваться, потому что тоже ее надо добивать. Повторять я ее не буду. Давайте перейдем теперь к средствам для лица. Хайлайтеры. Взяла вот такой хайлайтер от Revolution. Люблю этот хайлайтер Make an Impact. Называется это такой дуохромный хайлайтер. Очень люблю его. И многим девочкам он тоже нравится. Он такой розово-золотистый. Так, здесь не очень видно. Давайте я вам покажу. Оттенок вот здесь. Очень красивый перелив. Мне нравится этот хайлайтер. Также из хайлайтеров я беру от Maybelline Face Studio Chrome. У меня он в оттенке 100. Так называется. Оказывается, эти хайлайтеры делаются в Китае. Вот. Тоже красивый хайлайтер. Я люблю золотистые хайлайтеры, потому что у меня цвет кожи подтон, то есть кожи желтоватый, темноватый. И поэтому я не использую светлые хайлайтеры. И беру вот такие золотистые, розовые, что-то вот такое. Вот такой хайлайтер. Тоже очень красиво, никаких лишних блесток нет, лежит очень красиво на лице. Его я беру. Также из румян, что я беру. Беру также от Revolution. Упаковка, конечно, ужас. Blush Reloaded. Серия Reloaded. Violet Love. Я очень люблю такой цвет румян. Это такой холодный розовый цвет с фиолетовым таким подтоном. Это матовые румяна. Они очень, кстати, пигментированные. Может быть, сначала, да, наносите, не очень видно, а потом при дневном свете они очень даже хорошо видны. Также у меня будут румяна от Wet n Wild, тоже красивые румяна, но их надо наносить, вот так они называются, тут, по-моему, номера нету. Такой более хорошо набитой, упругой кисточкой, потому что они достаточно такие, их просто надо наслаивать, они не такие уж пигментированные. Я вот их так поняла, они такие вот немного сатиновые, ну красивые, очень красивые, мне нравятся. Так, куда же нанести? Давайте вот сюда.
Как вы видите, они очень красиво переливаются. Вот. Хорошие тоже, красивые очень румяна. Пятно не поставите с этими румянами. Бронзеры беру также от Revolution. Называется этот бронзер Long Weekend. Красивый бронзер. Люблю его. Он такой темненький, можно сказать, рыженький. Он сатиновый, но блесток никаких нету. Давайте вот здесь покажу вам. Вот, красивый сатиновый такой бронзер. Мне нравится. И вообще серия Reloaded у Revolution очень хорошая. Мне нравится все там. Также из бронзеров я беру новинку от Rimmel. У меня в оттенке 001, который называется Light. Такой бронзер. Я вам его показывала в своих покупках. Красивый тоже сатиновый бронзер. Вот. Чем-то похож на Revolution. Ну, Revolution, мне кажется, много пигментированный. Вот. А от Rimmel не такой блестючий, не такой сверкающий, можно сказать. Также я забыла вам показать, я оставляю себе кремовые румяна от Catrice. Это прошлогодний, по-моему, рождественский их выпуск. Я их оставляю, потому что я ими один раз только воспользовалась и хочу попользоваться еще. Это вот такие светлые розовые барбишные румяна. Они достаточно только ложатся на лице и не дают пятно. Вот если хотите и поярче, можно, конечно же, наслоить. Давайте перейдем к палеткам для лица. Взяла я палетку для лица от Sephora. Старая моя палетка, но очень даже хорошая. Здесь хайлайтер, румяна и бронзер. Это вот хайлайтер, румяна. Здесь тоже написано румяна, но такие для светленьких, и бронзер. Вот. Красивая, то есть палетка. Вот. Цвета такие нежные. Этой палеткой вы не напятните никогда. Также я беру себе палетку для лица от Essence Hug Steady. Это прошлогодний выпуск. Очень красивая палетка. Мне она нравится. Ее хорошо брать с собой в поездку, потому что здесь есть и румяна, и хайлайтер. Тени также шикарные. Вот здесь хайлайтер хороший. Румяна очень такие красивые, сатиновые. Давайте сначала покажу вам румяны и хайлайтер. Потом я покажу и заодно сразу вам тени. Вот такой вот цвет. Давайте я покажу вам тени. Тени тоже красивые. Единственное, вот этот вот дуохром, этот оперный цвет, он замыливается. И я его наношу на клей от NYX. Он более красиво раскрывается и более ярче смотрится. Вот. Но он просто красивый цвет. Матовый тоже тут хороший, шелковистый. Вот этот цвет я часто использую. Вот. Очень красивые цвета. Так, давайте я покажу здесь. Пигментация очень даже хорошая. Вот. Этот цвет что-то не очень видно. Но он красиво тоже смотрится на глазах. Так. И вот эти два шиммера тоже очень-очень красивые. Давайте покажу вот здесь. Вот. Блестящие, красивые. Хорошая палетка. Она многим тоже понравилась. Я вот ее беру себе в косметичку. Так, давайте перейдем к губам, а потом я вам покажу палетки для глаз, то есть тени. Я не беру много карандашей, беру вот эти два карандаша. Это Golden Rose и мой любимый тренд Этап. Это Golden Rose карандаш не очень серия, это так она называется, Lip Liner. А другая серия у них более мягче, а это он такой вот такой твердоватый немного. Вот. Ну, цвет красивый. Вот такой вот розовый цвет. Это у меня оттенок 225. Красивый цвет, но мне больше понравились другие
карандаши из серии в Golden Rose. Любимый карандаш. Какой же он стойкий, девочки. Он очень-очень стойкий. И очень красивый цвет. Такой вот розовый. Давайте здесь лучше покажу. Более красиво смотрится. Вот такое пыльная роза. Очень стойкий. Иногда наношу на все губы. Также беру я новинку от Catrice. Это такой полупрозрачный розовый блеск. Ну, здесь не видно вам сейчас будет его. Но он очень красиво смотрится, полупрозрачным. Это оттенок, по-моему, 40, если я не ошибаюсь. Так, а где написано? Здесь тоже, по-моему, должно написан цвет. По-моему, да, это 40. Вот этикетку я убрала, не помню, девочки. Но в покупках есть у меня это. Также я беру вот такой вот тинт от Essence. Красивый тинт, пигментин. Единственное, у него сладкий вкус. Такое ощущение, что сахар добавили. Но приятно лежит в губах. Достаточно стойкий. Это тинт такой. Я люблю такие цвета. Это в оттенке у меня 02. Вот такой вот тинт. Давайте растушу его чуть-чуть. Красивый цвет получается, тоже стойкий, как я уже сказала. Следующий я беру блеск от Essence. Его тоже уже немножко осталось. Оттенок стерся. Но этот блеск, который внутри есть. Вот такой шиммер. И он ощущается на губах. Но очень красиво смотрится. На губах, повторяюсь, тавтология. Вот такой мокрый блеск. И беру свой лореалевский блеск. Это блеск тинт с таким мокрым красивым эффектом. Тоже его покупала по обзорам, по рекомендациям бьюти-блогеров. Вот такой вот цвет. Это цвет 305. И давайте перейдем к теням. Из палеток я беру себе палетку Jaclyn Hill от Morphe. Вот такая красивая классическая палетка. Здесь и шиммеры, и матовые. Давайте я вам покажу пару цветов. Давайте я вам покажу лучше шиммер, потому что здесь шиммер просто шикарный. Ну и пару матовых тоже вам покажу. Очень красивые цвета. Смотрите. Не красота ли? Переливаются. И давайте покажу пару матовых цветов. Вот этот цвет очень темный, красивый. Я больше использую вот этот и вот этот. Смотрите, пигментация. И они, можно сказать, не сыпятся. Они не рыхлые. Многие визажисты, как я поняла, используют эти тени от Morphe. Вот. Также я взяла свою любимую палетку от Catrice Rose Electric Rose. Красивая палетка, люблю. Это мои цвета, розовые такие вот. Обожаю просто вот этот цвет, вот это. Можно сказать, я все здесь использую. Это моя вторая покупка, потому что первую я подарила своей двоюродной сестренке. Давайте я покажу вот эти вот красивые шиммерные оттенки. И давайте вот этот тоже. Он очень тоже красивый. Но это такой более не шиммерный, он, можно сказать, сатиновый. Там тоже есть блестки. Ну, эти палетки тоже у многих девочек есть. Многие их купили. Такая вот красота. И давайте покажу вам пару матовых. Обожаю вот этот цвет. Вот этот тоже очень красивый. Ну и белый не будет видно.
Хорошая вот эта их серия у Catrice вышла. Вот. Также я взяла себе в коллекцию, то есть не в коллекцию, а в косметичку на ближайшее время вот эту палетку от W7. W7 это британский бренд, который делается в Китае, и у них очень много дюпов. Кстати, W7 самый близкий бренд, который вот делает точь в точь и качество хорошее. Особенно на Huda Beauty, на Анастасии Beverly Hills. Это а-ля Huda Beauty, как вы поняли. Вот такая вот красивая блестючая палетка. Я видела обзоры у заграничных блогеров, у европейских блогеров, и мне понравились, поэтому я несколько таких палеток себе купила. Давайте я вам покажу. Здесь самые красивые, это вот эти все красивые блестяшки. И вот это давайте я покажу. Просто они шикарные. Меня немного жаба давит покупать палетку от Huda Beauty, которая стала уже почти 76 евро в Sephora. Вот, поэтому я как-то не хочу давать столько денег за палетку от Huda Beauty. И купила себе от W7. Так, это топерный цвет. Не очень он переносится. Но эти цвета, вот смотрите здесь, я наношу, конечно же, на NYX. Так, давайте я здесь буду показывать. На клей от NYX, который для блестящих теней и очень даже красиво переносится. Вот. Так, давайте я вам покажу еще и матовые цвета. Здесь очень красивые матовые есть. Вот этот очень пигментированный, вот этот коричневый, так, вот этот оранжевый. И давайте покажу вот эту сияшку. Вот. Ну, красота ж. Мне очень нравится. Так. Надеюсь, перенесутся. Вот. Очень красивая палетка, мне она нравится, я люблю ее использовать. И вообще я люблю тени от Huda, мне они очень нравятся. Мне больше нравится, конечно, Huda, чем Анастасия. Вот. Но выкладывать 76 евро, почти 80 евро за палетку, нет, нет, нет. Давайте я вам покажу вот этот еще цвет. И вот этот. Смотрите, какой блеск. Вот. Ну, это никчемная штучка, я ее попробовала ни о чем вообще. Вот такая у меня будет косметичка на ближайшее время. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.